Когда две противоположности встречаются, они естественным образом притягиваются. Когда они пытаются слиться, а не объединиться, они производят огромное количество энергии, они дают искры, они вызывают перемены, а иногда даже причиняют боль. Так было с цивилизациями Лиры, которые пытались интегрироваться в звездные системы Веги и Сириуса. Конфликт начался там, но энергетически расширился и охватил Орион. Его начало было положено конфликтом на Лире. С течением поколений он перерос в новую расовую войну на Орионе. Со временем каждая сторона обрела связь с тем, за что она сражалась. Однако молчание продолжалось, потому что урок не был усвоен. Оставки были очевидны. Отрицательная сторона продолжила идею служения себе. Согласно их философии, если человек служит себе, то служит и целому. Но они не понимали, что, применяя эту философию, они отрицают целое. Это выражалось в потребности в господстве. Это были действительно темные времена. Господство предполагало поведение, с которым люди Земли никогда не сталкивались. Генетические манипуляции с родословными были обычным делом в попытке разбавить или сконцентрировать власть. То, что люди знают как черную магию, было обычной практикой. Существа были так сильно напуганы собственным страхом, что нападали на всех, кто отличался от них. Легенды — это меч и колдовство. На Земле — слабые воспоминания, хранящиеся в памяти эфирных клеток с темных времен Ориона. Положительная сторона воплощала идею служения другим. Они верили, что единственный способ выжить — это быть покорным даже до стадии самопожертвования. Ситхи черпали силу в страсти. Они глубоко задумываются только о себе. Джедаи бескорыстны. Они заботятся о других. Таким образом складывалась интересная динамика. Были те, кто доминировал, и те, кто охотно играл роль жертвы. Позитивные чувствовали, что для поддержки целого правильно служить целому и отказаться от себя. На самом же деле они по-прежнему отрицали себя как полноценную часть того самого целого. Добро пожаловать в первую часть нашего мини-сериала о нашей галактической истории. Что ж, время пришло. Добро пожаловать в новый эпизод «Скрипс». Для меня это большой праздник. Цивилизация Ориона была одной из немногих, которая достигла уровня технологического развития, находясь при этом в состоянии напряженного духовного конфликта. Это произошло, пока продолжалась драма. Все началось с элементарного эмоционального манипулирования, которое перешло на другой конец спектра — манипуляции с использованием высокотехнологичных инструментов. С точки зрения реинкарнатов, если можно так выразиться, одни и те же души возвращались снова и снова, меняя стороны, пытаясь найти способ привнести равновесие в эту неиссякаемую, нескончаемую битве. По мере развития философии сопротивления стало ясно, что они должны подавлять высказывание своих идей. Вместо этого они решили символически поглощать, они позволили людям прийти к ним. Они стали похожи на черную дыру, которую нельзя было увидеть, но сила и импульс их энергии были мощными, как тихий ветер. Тихо, постепенно, но как только наносится удар, он превращается в разрушение. Их организация называлась «Черная Лига». Символом их борьбы стал черный дракон. Начался новый аспект драмы. В борьбе было три аспекта: доминаторы, сопротивление и жертвы. Черная Лига довольно успешно освещала усилия доминаторов, также известных как Империя Ориона. Однако этого хватило лишь на то, чтобы остановить их натиск. Дошло до энергетического тупика. Вы понимаете, о чем я? Цитирую его прямо. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы вставить скобку, которая, как мне кажется, должна быть вставлена сейчас, иначе есть вероятность,
что то, что будет сказано в этом эпизоде и в последующих, будет понято немного неправильно. Суть в том, что все это происходит здесь и сейчас, и у нас есть возможность исследовать и погрузиться в очень близкие параллельные реальности, которые могут дать нам почти полную картину того, что произошло, и того, что мы называем историей. Бессмысленно, говорим ли мы об истории нашей планеты, об истории в галактических терминах и о том, что происходило с расами и теми, кто был до нас, теми и теми, кто будет после нас. Идея состоит в том, чтобы осознать, что отсутствие истории уже является историей. Поняв, как происходят эти процессы, человек осознает, что то, что читается как линейная история во времени, на самом деле состоит из взаимодействий, как я уже сказал, множества параллельных реальностей и различных эфемеров, суммы множества вероятностей. Все они складываются вместе, как и геометрия эклиптики, и они меняются в каждое мгновение. Стоит только осознать, что на самом деле означает идея настоящего, и как каждое мгновение меняет всю реальность. Необходимость осмыслить все в том, что мы называем линейными терминами и нашей историей, это часть игры и правил, которые мы приняли в физической жизни. Это нормально. Просто когда мы по-настоящему поймем голографическую, изменчивую природу истории, какой мы ее знаем, мы уже никогда не будем смотреть на нее по-старому. Развертывание всего сущего состоит из множества различных, накладывающихся друг на друга реальностей и постоянно динамично меняется каждый раз, когда делается выбор в пользу перемен. Не только на уровне общества или окружающей среды, но и на уровне личной истории. С каждым новым выбором выбирается и новый человек, которому необходимо переопределить себя и создать свою новую историю. В нашем будущем эта история будет гендерно осознанной и соответствовать тому, как мы определяем себя в настоящем. Будущее истории — это будущее прошлого. Очень открытая гибкая система, в которой прошлое также не определено, как и будущее. Вероятность того, что та или иная вещь станет вашим будущим, также изменяет вероятность того, что может стать вашим прошлым, потому что все являются проекцией элективной мелодии бытия в настоящем моменте. Единственное, что существует, это момент здесь и сейчас. Все, что происходит, и все, что, как вы думаете, произойдет, это проекция, отражение конкретного выбора стояния. И когда вы меняете выбор позиции, все остальное тоже меняется. Будущее и прошлое — это лишь зеркальные проекции и образы того, что вы выбрали в данный момент. Эти отражения также иллюзорны, как отражения в зеркале. Они не имеют реальной сути. Это игра отражений, в которой они присутствуют, а мы — вибрационные существа, играющие в игру отражений под названием «Живи-живи». Это физическая голографическая реальность, которую мы выбрали для своего опыта. Все мы — энергия, от которой невозможно отделиться, но мы можем мечтать о том, что покинули ее, чтобы испытать больший восторг и страсть, когда вновь обретем ее. В душах этих угнетенных людей царило отчаяние. Они знали, до какой степени империя Ориона контролирует ситуацию. Империя придумала, как контролировать астральные тела. Смерть больше не была свободой. Многие люди изучали древние знания о путешествиях в измерениях у еретических учителей. Молодые люди терпели неудачу, но те, кому это удавалось, находили способ навсегда покинуть систему Ориона. Благодаря сосредоточенной медитации и отстранению от массовых сознательных представлений Ориона, небольшое число людей смогло покинуть свои тела и успешно направить канал или сфокусироваться на существах, которые сбежали или возродились на Земле с Ориона. Как только эти существа становились мишенью, существо Ориона могло создать окно, через которое можно было путешествовать. Когда оно проходило через это окно и воплощалось на Земле, это существо терялось в массовом сознании Земли. Это был механизм безопасности, и он действительно работал, потому что если они не знали своей личности, кто они на самом деле, их не могла выследить империя Ориона. С растущим отчаянием Черная Лига решила бороться еще активнее. Их люди играли на обеих сторонах, контрабандные донесения информаторов
привели к еще более активному сопротивлению. Они начали использовать тактику, позаимствованную у доминаторов. Конечно, все это делалось во имя свободы, но в конце концов они поняли, что в данный момент свобода недостижима, и конфликт только усилился. Несмотря на все усилия, Черная Лига не могла понять, почему ей не удается освободить жертв. Они начали впадать в уныние. Люди изголодались по духовности, но все, что было, это грызущая пустота и страх. Ничего не помогало. На протяжении нескольких поколений Черная Лига оставалась застоем, просто идеей и ничем больше. Затем произошло нечто чудесное. За несколько поколений духовной беременности в ней начало прорастать. Семя. Появилась душа, воплотившая в себе все надежды и мечты расы Ориона, и в ней не было ни ненависти, ни страха. Когда он родился, его надежно укрыли в энергетически и эмоционально нейтральной среде глубоко внутри планеты, чтобы он не стал поляризованным. Когда он достиг зрелого возраста, то начал преподавать. То, чему он учился, стало проливать новый свет на борьбу. То, что он предлагал, могло покончить с ней раз и навсегда. Он изучал и преподавал универсальные законы Вселенной. Один из них гласит, что интеграция не может быть достигнута через негатив. Черная Лига сражалась с огнем, создавая лишь огонь вместо мира. Нам нужно интегрироваться, чтобы найти точку пересечения двух полярностей, чтобы наступило истинное равновесие, или то, к чему мы действительно стремимся, чтобы мы могли сказать, что уже являемся целым. Нам нужно любить, а не бояться. Идея мира и свободы заключается в том, чтобы быть любимым настолько сильно, что человек готов жить этим в своей душе, несмотря на внешние проявления. И вот Черная Лига осознала, что их намерения были благими, но их действия порождали все больше и больше того, что они ненавидели больше всего. Это осознание произошло на массовом уровне. Оно открыло новые двери духовности для жителей этих угнетенных миров. Им предстояло пройти долгий путь, но теперь они хотя бы знали, с чего начать. Как только динамика стала осознаваться на более высоких вибрационных уровнях, было решено трансмутировать эту энергию, выйдя в галактику и начав все сначала. С этих высших уровней они обратились к основателям с просьбой помочь им выбрать мир. Главная задача состояла в том, чтобы обеспечить этот новый мир всеми необходимыми инструментами для начала трансмутации энергии Ориона. Основным инструментом была свободная воля, выбор, а не драмы, связанные с контролем Ориона, а также скрытый код ДНК, который вызывал бы желание сохранить общество, если бы стало возможным самоуничтожение. В качестве мира была выбрана Земля. Затем основатели начали привлекать различные физические группы для реализации начала Земли. Земля проявляла драму Ориона в попытке сбалансировать полярность на протяжении всей истории человечества, падение Атлантиды, Римской империи и продолжающиеся религиозные войны. Это примеры того, как паттерны памяти Ориона выходят на свет, чтобы затем погаснуть. Перед лицом всех этих драм человеческая раса выжила и удержалась от тотального угнетения. Однако человечество продолжает играть в ту же динамику. Мы продолжаем создавать для себя войны, чтобы соревноваться в них. Мы продолжаем создавать для себя ситуации, чтобы выпутаться из них, чтобы доказать себе, насколько мы сильны или как мы гордимся. И движемся ли мы к идее истинного счастья, свободы и мира, которые отмена, и не повторять программы, заложенные в те времена, так сказать, и готовы ли мы не повторять события Атлантиды, Ориона, Вторая мировая война, Древней Болгарии. Что нужно сделать по-другому, чтобы на этот раз, наконец, может быть, для всех нас все произойдет по-другому? Замечательно. И действительно, небесным путем. Современная цивилизация Ориона, существующая в том же временном континууме, подобно нынешней Земле, уже исцелившейся от своего конфликта.
Поскольку Земля все еще отыгрывает прошлое Ориона, пытаясь уравновесить его для себя, основной контакт, который человечество получает от Ориона, воспринимается как негативный. Феномен людей в черном, а также некоторые проявления структуры иллюминатов воспроизводят потребность в контроле из прошлого Ориона. Теперь давайте перенесемся за пределы Земли и отправимся на Орион. Веганы, которые со временем колонизировались там, начали создавать идентичность как орионцы. В основном эти орионцы имели смуглую кожу с чертами азиатов или коренных американцев и темные волосы. Они прошли через долгий период самоанализа и развития своих духовных практик. В итоге это привело к расколу, в результате которого некоторые из орионов, уже утратившие свою веганскую идентичность, еще больше раздробили свою идеологию. Некоторые из них предпочли остаться в уединении и развивать свои практики. Некоторые из них решили расширить систему Ориона и использовать духовные практики как способ построить великую цивилизацию. Мы движемся во времени довольно быстро, и в конечном итоге произойдет вот что. Замечательные духовные практики, которые поддерживали связь веганов с их божествами, начали использовать и злоупотреблять ими. Они были насильно навязаны другим людям, которые в итоге превратились в одну из самых полярных цивилизаций, когда-либо существовавших в галактической семье. Таким образом, от этих скромных истоков орионская культура развилась до такой степени, что у нее появилось правительство, обладающее огромными умственными способностями, причем не только энергетическими, но и технологическими. Они поддерживали абсолютный верховный контроль над населением. Они держали население в полном обнищании на каждом шагу. Вот как умирает свобода. Коллективные аплодисменты. Для примера масштаба драмы. Орионцы в конце концов создали то, что они назвали сетью Ориона. Это было электромагнитное поле вокруг их планетарных систем, которое фактически захватывало души людей после их смерти, чтобы душа не могла покинуть систему. Сеть заставляла душу реинкарнировать обратно в систему. Идея свободы воли существует везде, но когда вы подвешиваете общество, и оно не знает, что у него есть самоопределение, ему кажется, что оно есть. У каждого нет выбора. Именно так орионам удавалось продолжать перерабатывать души в систему, загоняя ее все глубже и глубже во тьму. Дошло до того, что с орионами не могли связаться другие цивилизации извне. Они полностью изолировали себя. Каждый раз, когда внешние силы пытались спасти несчастных жертв Ориона, их уничтожали. Минуту назад мы говорили, что рептилоиды колонизировали Орион. Они были в некотором роде родственниками, но их не обязательно считали орионцами. Они были видом-сателлитом. Им было позволено приходить и уходить, манипулировать по-своему. На самом деле они не были частью сети Ориона. Их не держали в сети. Как можно возродить цивилизацию, которая кажется такой безнадежной? Сначала была империя Ориона, которая в вашей мифологии «Звездных войн» похожа на империю Дарта Вейдера. Были люди, которых угнетали и держали в бессилии. А затем со временем появилась третья фракция — борцы за свободу. Эти борцы за свободу могут быть связаны с джедаями в мифологии «Звездных войн». Вспомните, откуда взялась цивилизация Ориона из веганского мистицизма. Джедаи — это очень реальные воспоминания о нашем наследии. Они почти идеально запомнились в нашей мифологии. В мифологии Фрэнка Херберта Дюна они также представлены как подпольные борцы за свободу, называемые фрименами. Идея одна и та же. У нас есть отличный урок. Орионские борцы за свободу называли себя Черной Лигой. Черный значит скрытый, хотя у Черной Лиги были самые чистые намерения — освободить людей и принести всем суверенитет, научить всех связи с Источником. Они верили, что бороться с огнем можно только с помощью огня. Поэтому, сражаясь с Империей, они просто использовали те же методы, что и Империя, и отвечали огнем на огонь. Нельзя сражаться с огнем также огнем и ожидать, что в результате
вы достигнете мира. И в какой-то момент стало понятно, что эта методология не сработает. И просто этот конфликт не закончится, если он будет продолжаться таким образом. Говорят, что эти изображения могут вызвать множество воспоминаний у каждого из нас. Так ли это? Некоторые планеты в системе Ориона были очень пустынны. На них есть ряд пещер и подземных туннелей, образованных в основном из лавы. Некоторые из них были построены. Черная Лига жила, размножалась и имела довольно большое общество в серии из множества пещер. В мифологии Дюны это выражается через общество того времени, которое является прямым воспоминанием о Черной Лиге. Наши воспоминания проявляются в так называемой фантастике, так что будьте бдительны. Империя никогда не знала, сколько на самом деле членов у Черной Лиги. Они долгое время не понимали, что это целое общество и его население огромно. Они занимались всевозможными духовными практиками, чтобы отключиться от сети Ориона. Время от времени они собирали своих священников вместе, чтобы провести ритуалы и церемонии, которые открыли бы в сети дыру, достаточную для того, чтобы душа священника смогла вырваться и найти убежище в другом мире. Иногда им это удавалось. Местом убежища, куда они направлялись, было то, что мы знаем как нашу родную планету. Однако для них это мифическая идея, идеал, я бы сказал, свободы. Покидая Орион в поисках убежища, жрецы находят Землю, и империя, поняв, что люди бегут, естественно, следует за ними. Таким образом, события на Орионе и в сети Ориона более или менее метафорически или фигурально, буквально или не очень, переносятся на планету Земля. Несколько иным способом, но многое, очень многое остается от этой памяти, которую мы исключили. И мы совершаем поступки и выбираем убеждения, и создаем целые миры в своих головах до тех пор, пока мы связаны с подтекстом, который, возможно, если мы осознаем, возможно, если мы примем как информацию отсюда, мы не будем делать и продолжать делать определенные вещи тем же самым образом. Может быть, мы подумаем, что пришло время действительно перейти к другой перспективе и осознанию внутри себя. Готовы ли мы начать делать осознанный выбор, а не как? Сознательные, успешные люди 21 века. Болгария, а как сознательные творцы реальности, люди, осознающие силу всего потенциала и поток, который проходит через них постоянно, 10 в минус 4 степени раз в секунду, и невозможно отключиться от этого потока. Единственный шанс, который у нас есть, это притвориться, что мы подстраиваемся, пока это выгодно. Исследовать эгоистичные желания и манипуляции, которые могут, пока снова не наступит то состояние метки и агонии, что мы потеряны и нам больше нечего делать. Не потому, что их нет, не потому, что мы не знаем, а потому, что мы сознательно выбираем не идти дальше, разворачиваться, бросать себе вызов, чтобы снова найти себя по-новому, чтобы сделать других счастливыми, не повторять ошибок тех, кто был до нас, быть готовыми к большей ответственности, но только ради тех, кто нас окружает, ради каждого, потому что нет, не каждой земле нужно то, в чем она больше всего нуждается. Таким образом, Земля — это продолжение драмы Ориона, коррелирующей с большей частью нашей послепотопной истории до наших дней. Говорят, что некоторые представители Старой Империи все еще пытаются контролировать людей, но как бы плохо ни обстояли дела на Земле, это ничто по сравнению с тем, что некоторые из нас пережили в системе Ориона. Представьте себе на мгновение, что вы живете в пещерах, там очень сухо, рабов обычно водят с собой, как вы видите на Ближнем Востоке, на Земле, церемонии, ритуалы и множество собраний с глубокой страстью к свободе. Параллельно идет Вторая мировая война, нацистское сопротивление. Многие из этих бойцов сопротивления — бывшие члены Черной Лиги, которые уже знают, как противостоять империи, но не только внешне, но и духовно и энергетически. Это темное время, в которое многие люди не хотят вступать. Это одна из важнейших частей вашей истории.
Она рассказывает о том, кто вы есть сейчас и почему вы стали тем, кто вы есть. Она помогает вам вспомнить, каков истинный результат. Выход никогда не будет заключаться в сражении. Он лежит в принятии и интеграции другой полярности. Решение никогда не заключается в борьбе. И даже не верьте в эту историю. Украсть моральный вывод. Решение всегда в дополнении того, что, казалось бы, является нашей полярностью, контрапунктом, и то, что мы никогда не соединим, и то, что мы никогда не найдем в первом пункте. Решение всегда находится, когда мы решаем сделать этот симбиоз, эту синхронность найти, а не просто баланс, а способность видеть вещи с третьей точки, которая рождается только тогда, когда мы объединяем два несоединимых мира, тогда, когда мы готовы выйти из рамок и сказать: «Эй, знаешь, а ведь тот, кто стоит сбоку, может быть прав. Дай-ка я посмотрю, где я блуждаю, честно признаться ему. На самом деле, ссориться и развязывать войны — это иллюзия. Мы можем найти третий путь, другой путь, в котором в конечном счете мы уважаем то, что каждый из нас делает по отдельности, но также объединяемся там, где мы можем объединиться, потому что в конечном счете вместе мы действительно сильнее». Будьте уверены, спасибо вам и оставайтесь с нами очень скоро. Следующую часть, потому что мы еще не закончили, и напротив, третья первая начинается. Сказка из отголосков галактики. Продолжение следует. 20 миллионов лет назад выжившие жители системы Лиры, некогда отвергавшие технический прогресс, эволюционировали в течение эонов на разных планетах. Их страх перед технологиями Славии позволил им колонизировать и путешествовать к далеким звездам и, наконец, сражаться наравне с драконами. После тысячелетий конфликтов галактика вступает в новую и неопределенную эру. В предыдущей части мы рассказали о том, как выжившие жители Лиры преодолели страх перед технологическим прогрессом, отправились в космические путешествия, но теперь столкнулись с новыми проблемами. Война между драконианцами и лиранцами — это нечто большее, чем простая борьба за территорию. Это столкновение судеб, идеалов и глубоко укоренившихся убеждений. Древние рептилоиды, охваченные высокомерием своей непоколебимой власти, смотрят на новые цивилизации, готовые железной рукой навязать им свою волю. С другой стороны, лирианцы, терзаемые воспоминаниями о потерях и страданиях, горят желанием восстановить мир и создать новую эру надежды и единства. Старые страхи и новые надежды, взаимосвязанные в ткани мироздания, определяют путь разных рас. В следующих строках мы станем свидетелями судьбоносной битвы между Галактической Федерацией и Империей. Битвы, которая определит будущее галактики и раскроет истинную природу героизма и самопожертвования. Добро пожаловать во вторую часть и наш взгляд на события, происходящие после первых крупных сражений в нашей галактике. Информация, которую вам не нужно воспринимать на веру, но ее полезно иметь в виду, чтобы быть в курсе, чтобы хотя бы иметь информацию, а не принимать на веру то, что наиболее подходящее для него в данный момент. Добро пожаловать во вторую часть. Начав новую волну миграции, гуманоиды Лиры с чертами кошек с удивлением обнаружили, что вокруг них возникают различные цивилизации. Затерянные в древних законах, их общие предки стали неясны, поэтому каждая встреча с другими видами и мирами казалась новым открытием. Но это были лишь их сородичи, произошедшие от одного и того же лирианского семени Авиона. На протяжении веков различные пути эволюции, скрещивания и генетические вмешательства создали мозаику из различных рас гуманоидов, каждая из которых отличалась размером, цветом кожи и сознанием.
В этой огромной вселенной вездесущие Драко и их влиятельные лидеры оказали влияние на множество рас, включая серых с Дзеты Ретиколи и гуманоидов Ориона, в основном вегов, известных как плеядианцы Ахела. Они нашли синхронизацию с расширяющимися амбициями Чиякара. Кульминацией этих взаимодействий стало образование империи Ориона. Но напряженность и разногласия между Федерацией и Империей оказались многочисленными и постоянными, поднимая вопросы о будущем галактических цивилизаций. Изначально война велась за территории, но затем она превратилась в войну мировоззрений и идеологий, и у многих были предубеждения против различных рас, которые находились под властью одной из сторон. На одной стороне была группа гибридных человеческих рас, которые объединились в Федерацию. Многие из ее членов хорошо помнили, как им пришлось пережить времена правления Империи Драко, и поэтому отвергали идеи колонизации и вмешательства в дела других миров. Они исповедовали идею служения другим. Философия служения себе начиналась достаточно невинно в умах тех, кто ее принимал. Она предполагала, что если каждый будет ставить во главу угла свои собственные потребности, то коллектив, естественно, будет удовлетворен, и это звучало обнадеживающе. Однако затем возникла парадигма, в которой забота о себе стала заботой о других, поддерживая привычный цикл виктимности на нашей планете. Эта борьба между Федерацией и Империей стала известна как Орионские войны, названные так потому, что большинство сражений происходило в системе Ориона и вокруг нее. Война длится уже тысячелетия. И хотя бывали перемирия и времена более общего, более великого мира, чтобы назвать их, общая тенденция — это конфликт и бесчисленные поколения, выросшие в условиях войны, смерти, рабства, отчаяния и борьбы как нормального и естественного состояния. За сотни тысячелетий конфликты в созвездии Ориона уничтожили множество пригодных для жизни планет. Часто отмечалось, что ночное небо постоянно освещалось звездными взрывами, видимыми жителям планеты. Со временем многие жители решили бежать, ища убежища от нависшей угрозы порабощения или уничтожения со стороны Империи. Эти тяжелые обстоятельства привели к распаду семей, а многие виды, склонные к сопротивлению Империи, подверглись жестокому истреблению, сравнимому с геноцидом, которому подверглось еврейское население Земли. Кроме того, были созданы планетарные тюрьмы для содержания видов и рас, которые были менее технологически развиты и не имели сил для борьбы с Империей. В самом начале существования нашей галактики, если взглянуть на нее линейно, говорится, что существует два основных типа рас. Одна из них — дракониане или влефантоподобные существа, обитающие в созвездии дракона. Полное название этой звезды — Альфа Драконис. Это белая звезда типа А с величиной 3,7. Раньше считалось, что это самая яркая звезда в этом созвездии, поэтому она и получила название Альфа. Другая раса — лирианцы из созвездия Лиры. В нашей Солнечной системе обитают 70% гуманоидов, 25% рептилий и 5% других типов существ. Хотя 5% могут показаться небольшим процентом, но важно понимать, что в нашей Вселенной около 100 миллиардов галактик. Даже 1/10 часть, даже 0,1% при таком соотношении означает, что существуют миллионы существ и рас. Созвездие Драко — это настоящая звездная система, по форме напоминающая змею. Если вы посчитаете звезды, то окажется, что их 16. С точки зрения времени и пространства Драко и Лира находятся относительно недалеко друг от друга, но в реальности их разделяют световые годы. У существ Дракониса интересное происхождение. Они не из этой физической вселенной. Андрогинная рептилоидная форма была изначальным проявлением существ в физическом царстве из первоисточника. Из-за своей андрогинности, будучи двуногими, рептилии стали жить с мыслью, что они являются высшими существами. Ведь за пределами физической реальности
Нет мужского и женского пола, есть только энергия. Рептилии двуполы, и для них не существует разделения полов. Они чувствуют себя очень могущественными. И по праву, потому что их ДНК не меняется в нашем понимании. Эоны, их менталитет, осмелюсь сказать, заключается в том, что они в основном совершенны. И мы можем видеть это здесь, на Земле, на примере наземных гадов, крокодилов, змей, ящериц и так далее. Они практически не меняются. Они меняются каждое мгновение, поскольку мы уже знаем, что все мы энергия, но с доисторических времен их форма не менялась, если смотреть линейно, кто знает. Много. Это относится и к драконам-перевертышам. Генетика млекопитающих устроена таким образом, что она постоянно меняется, эволюционирует и адаптируется. У рептилий этот компонент не совсем так, и они считают, что эволюционировали до степени, сравнимой с исходной. Ненормативная лексика для тех из вас, кому это кажется странным. Что ж, как бы то ни было, планета Земля уже движется к новому шагу, новому движению, которое включает в себя более осознанные контакты, наблюдение за теми вещами, которые происходят вокруг нас. И если смотреть на это линейно, то для тех, кто нуждается в исправлении, затем для тех вещей, которые произошли и продолжают происходить вокруг нас. Вы не видите дальше земного, посмотрите вверх. Там не прекращается движение всевозможных огней, необъяснимых объектов и так далее, как земных, так и неземных. Идея притворяться, сдерживать всю эту энергию и делать вид, что все отрицаем, показывает, насколько мы не желаем. Заглянуть внутрь себя, в свои собственные системы убеждений и в первую очередь поработать с собой, чтобы увидеть там, насколько мы ограничены и как много мы готовы принять. Готовы ли мы выйти из логики, из того, что знает наша человеческая форма, и готовы ли мы вообще допустить другую точку зрения и перспективу как вариант, как возможность. С другой точки зрения и перспективы вы уже знакомы. Вы помните, как сняли фильм о рептилоидах? Да, он был снят Галактическим Альянсом, да? Это произошло непосредственно так, как это представляет себе командование, потому что последствия, которые последовали в очень близкой параллельной реальности, если бы этот фильм остался, были бы действительно катастрофическими для всех нас. И в этом их роль, в данном случае Федерации, Союза. Они постоянно на связи, следят за всем и вся с помощью всего человечества, но в то же время в очень экстремальных ситуациях вмешиваются. В основном они уважают свободу воли каждого, но в моем случае я сам нарушил свободу воли целой расы, в данном случае рептилоидов. И тот факт, что в данный момент я вообще имею возможность комментировать их, для меня действительно очень ценно, и я очень благодарен за эту возможность, потому что обычно я не должен был даже выпускать то, о чем мы сейчас говорим. Но на данный момент идея этих 3 серий заключается в том, дать ясность тем из вас, кто еще не смотрел на галактику, на Вселенную таким образом, чтобы допустить возможность человеческого выбора, что вы никогда не были одиноки, что на планете Земля никогда не было только нас. И чем скорее мы выйдем из этой ловушки матрицы, или я использую это выражение, тем быстрее мы сможем действительно заставить эту энергию и этот двигатель всей планеты двигаться и двигать нас все быстрее к этому взаимодействию, этому открытому контакту, о котором все уже задают вопросы. В ближайшие 2-3 года об этих вещах, которые должны произойти как события, идея заключается в том, что все больше и больше мы позволяем невозможное и необъяснимые концепции и делаем их возможными в наших головах, потому что как только идея существует, все становится возможным. Как только вещь проявляется из источника, она возможна, она есть. И наша задача — понять, куда именно мы поместим ее на своем пути исследователей самой жизни. Эоны назад они приняли на себя задачу исправления вещей в физической Вселенной. Они оккупируют и нападают на все другие расы с целью поработить их и пополнить свою империю.
По их мнению, в этом и заключается их миссия, и вы можете счесть такой образ мышления неправильным, но на самом деле он не является ни хорошим, ни плохим. Просто они так думают. Империя драконов входит в состав Орионской конфедерации, союзной с Империей Ориона, что, возможно, дает некоторую свободу действий и независимость, насколько они это понимают. Звездная система Лира — источник всего человечества в нынешней галактике. Рост лирианцев от 2 до 2,5 футов. Некоторые из них голубоглазые, светловолосые, другие — рыжеволосые, зеленоглазые. Последние считаются пророками, провидцами. Они наделены необыкновенными экстрасенсорными способностями, могут путешествовать в другие измерения, добывать и переводить информацию. Именно по этой причине в древности людей с рыжими волосами объявляли демонами и ведьмами и сжигали на костре Инквизиции. Когда драконианцы узнали о том, что лирианцы — самая чистая раса, они решили напасть на них и изменить это. Нападение драконов. Большая часть Лиры и многие планеты вокруг нее были уничтожены. После разрушения Лиры образовалось более 110 новых колоний. Войны между драконианцами и лиранцами велись более 15-20 миллионов лет назад, а обычная земная история насчитывает всего несколько тысяч лет. Все, что выходит за пределы этого временного диапазона, определяется как доисторические времена, неудачная попытка науки стереть различные события. Оставшиеся в живых лирианцы перемешались с другими известными на тот момент частями галактики. Беженцы из этих цивилизаций также рассеялись по различным звездным системам, чтобы колонизировать их и начать все заново. Звездная система, в которой мы находимся, часть этого процесса. Лирианцы колонизировали 2 планеты в нашей Солнечной системе — Марс и так называемую планету Мод. Это были единственные 2 планеты в нашей Солнечной системе, которые имеют водную атмосферу и могут поддерживать человеческую жизнь в ее нынешнем виде. Земля в то время была 2-й планетой от Солнца и была полностью покрыта водой, даже атмосфера жидкая. Конфигурация выглядит следующим образом. Меркурий, Земля, Марс, Маудек, Юпитер, Сатурн, Нептун и Оран, и больше ничего. Когда Маудек и Марс заселены, это так было на протяжении многих тысячелетий. Драконианцы используют замороженные кометы и метеоры в качестве оружия. Они вырезают их изнутри и используют внутренности. Перед самим объектом они создают небольшую черную дыру, чтобы он мог быстрее перемещаться по галактике или Солнечной системе. Когда ледяная комета вошла в нашу Солнечную систему, она нарушила орбиту Орана. Когда комета приблизилась к внутренней части Солнечной системы, она прошла в непосредственной близости от Юпитера, Мадека и Марса. Это вызвало конфликт с гравитационным полем Солнца, Юпитера, Марса и Маудека. Маудек также является крупной планетой с атмосферой. Эти конфликты с гравитационными силами, порожденными кометой, приводят к взрыву Маудека. Именно поэтому между Марсом и Юпитером существует пояс астероидов. Это остаток планеты Маудек. Комета образует карстовые воронки, через которые часть воды просачивается и уходит в недра. Оставшиеся в живых люди прячутся во внутренней части планеты или так называемой Агарте. Даже вот интересный факт, интересная скобка, не сценарная. Один из входов в Агарту находится в Болгарии, на Рильских озерах. НАСА признает, что на Марсе когда-то была атмосфера, океаны, как на Земле. На Марсе есть времена года. Например, марсианской весной часть северной ледяной шапки отступает, и в северном полушарии можно увидеть листву. Ха! Красный Марс, да? Вы также можете увидеть ручьи, по которым течет вода. На Марсе все еще есть жизнь. Будет правильным подчеркнуть это. 27 декабря в Алан-Хиллосе, Антарктида, был найден один камень. Утверждается, что он с Марса. Таким образом, они хотят сказать нам, что на Марсе есть формы жизни. Когда комета приближается к планете Земля, она выходит на ее орбиту. Под действием солнечного притяжения и орбиты кометы вращение Земли увеличивается.
часть воды в океанах испаряется и образуется атмосфера. Лемурия и Атлантида были основными континентами, которые поднялись над океаном, готовые к развитию жизни и новой цивилизации. Лемурия была одной из первых территорий, над которыми пролетела комета, находясь рядом с Землей. Комета вытолкнула Землю на орбиту третьей планеты, а сама заняла место второй планеты. Солнечное тепло испарило лед кометы, который мы теперь знаем как планету Венера. Испарение льда образовало облачный покров, который можно наблюдать и сегодня. На Венере нет открытого магнитного поля. Она вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно всех планет Солнечной системы. В 2012 году российские ученые утверждали, что рассматривали снимки с поверхности Венеры и на них видели 3 вида существ, передвигающихся по поверхности: динозавр, горпион и рептилия. Драконианцы были первыми разумными существами, колонизировавшими Землю. Вот почему они считают, что это их планета, а не наша. И с одной точки зрения, так оно и есть, но поскольку у каждой вещи есть 2 полярности, это вопрос фокуса. Но если мы выберем быть теми, кто будет, впадать в состояние жертвы и говорить, как нас контролируют и манипулируют нами, и все всегда так, и все идет по общему плану, что ж, на практике вы можете понять это? А потом выясняется, что вы не смотрели последний год за тем, что мы делали. После того, как Лемурия была колонизирована, рептилоиды были единственными, кто существовал в течение сотен тысяч лет. Для удобства объяснения мы рассматриваем их линейно. Это было задолго до того, как беженцы Лиры прибыли на Землю с Марса и Малдека и основали цивилизацию, а также благодаря знаменитой Атлантиде. Вы можете посмотреть об Атлантиде, Лемурии. У нас есть несколько частей, несколько фильмов. Вернитесь назад, чтобы вы могли соотнести вещи, увидеть, как развивается история. Как бы банально это ни было, она циклична и повторяется до тех пор, пока не будут извлечены уроки. Что значит, если урок не усвоен? Это значит, пока мы не захотим сделать другой выбор, сделать выбор, выходящий за рамки самой проблемы, самого ущерба, вреда, который произошел. То же самое происходит с Лемурией и Атлантидой. То же самое происходит с Сириусом и Орионом. То же самое потом происходит с Церковью. То же самое происходит с Первой и Второй мировой войной. И по сей день. Итак, человечество, готовы ли мы сделать что-то другое? После долгих лет жизни под Марсом они решили подняться на поверхность и снова начать создавать различные колонии. Они также выбрали Землю или конкретное место, которое впоследствии стало известно как Атлантида. Лирийцы называли себя атлантами, и на их языке «атл» означало «вода». И что интересно, на языке майя «атл» также означает «вода», как и на языках других народов, проживающих в Атлантическом регионе. Лемурийцы воспринимали атлантов как захватчиков и оккупантов, которыми они на самом деле и были. Рептилии также были первыми на Земле, и с их точки зрения любой другой вид был бы незваным гостем. Вы знаете, как животные метят и защищают свою территорию даже сейчас. Но кто бы ни выплюнул, он свой, верно? Тот, кто пришел туда первым. На самом деле, млекопитающие и рептилии не предназначены для жизни в одной среде, поскольку их организмы требуют разных условий существования. Дело не в том, что они не могут жить вместе, ведь во Вселенной есть и это. Я просто подчеркиваю здесь. В качестве дополнения, около 12 миллионов лет назад в созвездии Сириуса Галактическая Федерация провела совет. Группа лиранцев, гуманоидных беженцев, нашла новую Солнечную систему и поселилась на развитой планете, которую первоначально называли Малдек. Но куда бы ни отправились эти беженцы, драконианцы и войны продолжались. Сирианские лирианцы поначалу не хотели вмешиваться, но напряженность росла, и вскоре между различными фракциями беженцев начались споры о том, как лучше поступить. Миры Сириуса были населены в основном беженцами, рептилиями, лиранами и млекопитающими, которые бежали от постоянных войн
и разрушенных планет Ориона в поисках мира и разделения. Тогда там было принято сирианское решение. Чтобы обрести мир, одна из федераций предложила креативный план разрешения конфликта. Вдохновленные идеей космического или алхимического объединения полярностей, они предложили империи и федерации заключить брак между королевскими домами, чтобы создать общую правящую династию, смешав генетику гуманоидных членов Орионской королевской рептилоидной гуманоидной принцессы по имени Тиамат с высокопоставленным членом Федерации, лиранским принцем-гуманоидом по имени Тибериан. Была начата стратегия смешения кланов через браки и инбридинг. Была начата, что привело к появлению новой королевской гибридной линии. В исторических записях эти гибриды названы ануннаками или позднее атлантами. Почитаемые как божественные существа древними цивилизациями, такими как Месопотамия, Греция, Африка, Индия, Рим, Атлантида, как мы уже говорили, и даже как описано в Ветхом Завете. К сожалению, брак и последующая новая королевская линия не приносят того результата, на который надеются сирийцы и Федерация. Из-за разного происхождения они почти с самого начала были расой, разделенной между собой, и ануннакским королям было трудно объединиться в одну семью или придерживаться единого для всех галактик набора принципов. Кроме того, многие расы отказались присягнуть на верность новой династии, поскольку не были согласны с любыми генетическими манипуляциями с использованием ДНК рептилий. Однако благодаря этому союзу установился мир, который продлился несколько сотен тысяч лет, пока по всей галактике вновь не вспыхнула война. Многие межгалактические цивилизации процветали. Торговля и исследования связали такие системы, как Орион, Сириус, части Лиры, Драко, Вега и Плеяды. Это привлекло различные цивилизации в нашу Солнечную систему, что привело к конфронтации с Драко. Примитивные цивилизации в Лире и другие неизвестные расы остались нетронутыми более развитыми существами, придерживающимися политики никакого мяса. Однако некоторые рептилоидные фракции, не придерживающиеся подобных принципов, захватили контроль над этими цивилизациями, порабощая их и проводя над ними генетические эксперименты. Со временем, благодаря генетическим программам Драко и естественным эволюционным процессам, возникли многочисленные породы. Во Вселенной появилось множество рас, таких как приматы, рептилии, каниды, птицы, кошачьи, амфибии, инсектоиды и другие. Некоторые продвинутые расы даже выходят за пределы своих физических форм и существуют только как энергия или даже как мыслящий тип сознания. Мы можем представить себе облако мыслей. Рептилоидные расы населяют в основном Драко, Орион и Сириус, а также различные колонии по всей Вселенной. Некоторые драконианцы развивались духовно и создавали позитивные отношения. Особенно некоторые из колонны Альфа-дракона достигли вибрационного состояния пятой плотности, гармонично сочетаясь с другими расами пятой плотности. С 200 миллионов до 22 миллионов лет назад во Вселенной наблюдалось общее гармоничное развитие, периодически сменявшееся конфликтами и беспорядками. Земля, которая когда-то была Тиамат, теперь была весьма разнообразной и стала одной из 12 планет галактики, выбранных в качестве живой библиотеки или хранилища. В те времена тысячи раз также путешествовали сюда под защитой и властью королевы Тиамат со всех уголков Вселенной, чтобы посеять различные виды растений и животных. Осьминоги, грибы, орхидеи, львы, каниды и многое другое. Многие из них оставались на некоторое время, наслаждаясь богатым изобилием Тиамат. Сама королева драконов Тиамат помогла зародить жизнь и создала гигантскую гуманоидную расу андроидов под названием Намлуу, чтобы они служили хранителями живой библиотеки Тиамат, которая однажды станет частью планеты Земля. Намлуу — это раса, которую древние греки называли титанами, гигантами, которые были родителями богов, то есть раса гуманоидов ростом от 50 до 60 метров, существовавшая до прихода ануннаков. Эпоха мира и гармонии продлится в галактике около 5,5 миллионов лет до следующей Великой войны
известной как «Война в небесах». Группа разношерстных представителей королевской семьи Ориона, известных своим темным прошлым, нашла убежище на Маудеке, усугубив положение хвостовой части планеты. Эти существа, обладающие мощными многомерными способностями и различными аватарами, проявили влияние на жителей Маудека. Потомки побежденной линии рептилоидов с Земли, придерживающиеся идеалов самообслуживания, технологической зависимости и контроля, еще больше ускорили падение планеты в хвост. Переход к агрессии привел к угрозам в адрес мирных марсиан, переросшим в требование сдаться или завоевать Марс. Что-то очень-очень-очень знакомое. Конфликт привлек на помощь плеядианцев, вызванных мольбами марсиан, которые Модек расценил как провокацию, ведущую к жестокой конфронтации. Выжившие бежали на Сириус, к плеядианцам или на Землю. В ответ плеядианцы напали на Маудек, что привело к катастрофическому увеличению мощности энергосистемы Маудека по вине его лидеров. Это действие привело к разрушению Маудека, образовав пояс астероидов между Марсом и Юпитером и раздробив души его жителей. Эти фрагменты душ, а также души марсиан, нашли убежище на Земле, присоединившись к многочисленной популяции душ. Перед уничтожением Маудека 15 лидеров Ориона бежали в Атлантиду на 1000 и 2000 лет в прошлое, намереваясь повлиять на историю Земли. Эти события определили историю Земли. Группа Ориона объединилась с другими влиятельными фракциями и образовала то, что сегодня известно как общество. Большинство плеядианцев работают над тем, чтобы помочь эволюции сознания человечества на Земле за пределами матрицы и того, что мы знаем как уровень третьей плотности. Санат Камара, ведущая группа с Венеры, создала пятимерный город Шамбала над Гоби, чтобы стабилизировать ситуацию на Земле, а позже создала четырехмерный город под ним. Работая с плеядианцами и эволюционировавшими марсианами, они помогали травмированным душам участников войны на Малдек-Марсе, которые воплощались в виде примитивных гуманоидов с ослабленными психическими способностями. Группа плеядианцев, поселившихся здесь примерно 17,5 миллионов лет назад и также живших в четвертой плотности, уже создала подземный город, и они приняли нахалов, а также помогли построить это сооружение. Затем нахалы вместе с группой плеядианцев и более высокоразвитыми марсианами, которые спаслись от разрушения атмосферы своей планеты в своих световых телах, начали помогать всем тем душам, погибшим в войне Малдек-Марс, которые парили вокруг Тиамата, позже известного как Земля, в огромном облаке, ожидая возможности воплотиться здесь. Они потеряли все свои экстрасенсорные способности и информацию и были едва в сознании. Они воплотились в матрице третьей плотности, как человекоподобные приматы, род которых мы знаем как Homo habilis. Активная ДНК была сокращена до 2 нитей, а остальные 10 существовали только как потенциальные. Причина, по которой в нашей летописи окаменелости так много различных видов рода Homo, появляющихся и исчезающих на протяжении миллионов лет, что последовало за этим периодом, объясняется как эволюцией, с одной стороны, так и постоянными генетическими манипуляциями со стороны различных групп звездных рас. На самом деле потомки этих племен в конечном итоге будут преобразованы ануннаками в Homo sapiens примерно через 2 миллиона лет после появления Homo habilis, Homo erectus и денисовцев. Кстати, есть замечательная информация, и я не знаю, пришло ли уже время, с помощью которой мы можем сделать дополнительную серию, чтобы увидеть различные и основные группы рас в галактике, как они расположены по отношению к землянам, где мы находимся в общей картине и как наш символизм связан с этими звездными семьями. И, собственно, график, который очень хорошо объясняет наши отношения, наше взаимодействие на протяжении многих лет. Кто-то говорит, мы, когда мы собираемся подключиться, у нас не было контакта. Очень многое зависит от того, как на это смотреть. Если мы возьмем племя, например, племя Дагонов, сколько лет назад они получили информацию о звездах, астрономии,
о том, как ориентироваться по ним и вообще о том, как создавать подобные вещи и взаимодействие вокруг них. Если мы посмотрим на другие сообщения, например, Эдгар Кейс, все контактеры, начиная с 30 лет и далее, обучающие этим знаниям, Ра и Единство, Крион, Башар, конечно, плеядианцы и так далее, Эбрахам, все это информация, поступающая через различные проявления. И если мы не настроились на эту частоту и не привлекли ее, чтобы увидеть, это не значит, что ее нет. Информация есть, ченнелинги проводятся уже давно. Это вопрос нашей шеи. Готовы ли мы открыть ее? Ментальная дверь. Ментальная дверь. Готовы ли мы допустить все это, если хотим продолжать жить в естественном порядке вещей? Потому что другая реальность, другая альтернатива, они цикличны, как я уже говорил, и история будет повторяться и повторяться. И повторяться. Эта динамика конфликта и отталкивания открывает новые пути и вызовы, ставя перед обеими сторонами вопрос, что необходимо для истинной интеграции и исцеления. Силы Сириуса, известного как звезда собаки, оказались центральными в этой борьбе, привлекая всех, кто искал ответы и новые начинания. Старейшины Сириуса, объединив свои силы, готовятся бросить вызов старым парадигмам и создать новые реальности, объединяющие полярности. Их задача нелегка, но она необходима. С каждым мгновением энергия Сириуса пробуждает надежду и новые возможности для эволюции. Как будет разворачиваться история галактической семьи в свете этих перемен? Какие тайны будут раскрыты и как они изменят судьбу Земли? Эта новая глава — лишь начало захватывающего и таинственного путешествия, в которое мы погрузимся в поисках истин, способных изменить все. Если мы выберем это, то должны понимать, что какую бы информацию мы ни получали, даже в том виде, в каком мы представляем ее вам сегодня, какой бы ни была наша идея, если мы сами не сделаем этот шаг и не сделаем этот выбор, причем не просто мыслью, а действием, ибо мы живем в физической реальности, которая состоит из множества действий, реализующих проявления, а значит и всю нашу параллельную реальность, то будет правильно, если мы действительно возьмем на себя ответственность за то, что мы выбираем, за то, что мы говорим, за то, что мы делаем, за то, что мы обещаем сделать, и будем осторожны с обещаниями, которые мы даем, потому что лучше не делать и не говорить, чем говорить и не делать. Иногда последствия могут быть поистине катастрофическими, и мы можем вообще не понять, что натворили. А когда осознаем, бывает уже слишком поздно. Мы благодарны за то, что стали частью второй части этих галактических событий и конфликтов. С огромным удовольствием и ответственностью мы переходим к третьей части, и с этого момента мы создадим единое целое и будем двигаться вперед, пока же мы просто оставим все это на мачте. И посмотреть, что каждый готов взять из всего этого. Это огромный дар, возможность, радость, счастье и свобода для меня и всех, кто меня окружает, иметь возможность делиться всем этим и распространять это с такой скоростью, с какой оно распространяется. Если мы готовы действительно развиваться, я говорю не только о физическом развитии, то это правильно, что мы смотрим. Открыть дверь и быть готовым принять, отпустить контроль и почувствовать свободу, которая действительно находится в наших крыльях. Единственный шанс, который мы не летать. Это если мы сами себе этого не позволим. Сириус играет ключевую роль в этих галактических конфликтах, как с дипломатическими инициативами, так и предлагая решения для интеграции. Старейшины Сириуса предложили уникальный подход к разрешению напряженности между враждующими фракциями в своей системе, способствуя созданию межкультурных союзов путем заключения браков между королевскими семьями. Это создало основу для новой королевской расы, известной как Ануннаки, которая впоследствии сыграла, как мы знаем, важную роль в развитии Земли. Помимо политической деятельности, Сириус был центром целительства и духовного роста.
Сирианцы специализируются на физическом исцелении и оказывают помощь цивилизациям, пострадавшим от орионских войн. Они сотрудничают с арктарианцами, известными как специалисты по эмоциональному исцелению, чтобы предложить целостные методы восстановления. Сириус также связан с развитием более глубоких духовных ценностей и исцелением коллективных травм, полученных во время войны. Его роль в этих конфликтах не ограничивается военным или технологическим вмешательством, но также включает в себя предложение новых парадигм сотрудничества и гармонии, которые продолжают влиять на галактические отношения. И по сей день Сейчас вы позволяете сердечным отношениям осознания с нашим обществом быть инициированы в вашем собственном физическом теле. Это инструмент, который вы можете использовать, чтобы наилучшим образом соединить и передать наши послания. Сердечное осознание не спровергает любые эгоистичные механизмы фильтрации, которые могут существовать в ваших аурах и энергетических телах. Мы привносим в ваше земное царство множество энергий из звездной системы Сириуса. Это создает стабильное поле в океанической среде, которое позволяет организовать глубокую телепатическую связь между звездой и планетой. Это позволяет Сириусу А иметь очень сильный уровень связи, гибкости и сотворчества со всем вашим земным коллективом. Океанские существа, такие как дельфины, киты и другие водные обитатели, являются стабилизаторами и ускорителями интегративного процесса. Они являются частью коллективного водного сознания, которое связывает нас с океанами и атмосферой. Все эти существа воспринимают себя как семью и сообщество. Вода всегда связана сама с собой. Даже стакан воды на вашей кухне телепатически связан с океанами и атмосферой. Когда вы находитесь в мерзости, вы также находитесь в океане, в небе, в резервуарах, расположенных глубоко внутри планеты. Вода говорит с водой, потому что видит себя как единое целое. Магия – это основа существования, то, что вы называете необъяснимым. Когда мы расчленяем структуру реальности до самых глубоких уровней, мы обнаруживаем чистую энергию, проявляющуюся через желание. Это и есть магия Сириуса. И она одновременно необъяснима и является основой творения. Взаимодействуя с водными и океанскими существами, вы можете установить телепатическую связь с водными гуманоидами, существами на основе дельфинов и другими существами Сириуса. Эта связь строится с помощью частот, которые океаны постоянно получают из космоса и глубоких слоев Земли. Ни один дельфин не воспринимается как отдельный. Мы являемся частью стаи, сообществ и огромной паутины коллективного сознания. Мы видим себя как различные инструменты, поющие и скандирующие вместе. Когда ваше сознание расширяется, вы можете увидеть всех существ как свою семью – биологически, духовно и энергетически. Нам есть что рассказать о всей галактической истории. Не стоит беспокоиться. Мы не оставим вас в неведении. Когда вы войдете в галактическую семью, когда вы сохраните галактическую семью, когда вы начнете осознавать себя частью галактического мира, вы будете узнавать все больше и больше об истории, через которую мы все прошли, и о боли, которую мы все пережили. Как коллективное сознание мы уже говорили вам, что было много страданий и много боли. Эта война, как и любая другая война, не была чем-то, что можно лелеять, чем можно наслаждаться, о чем можно говорить. Эта война, как и любая другая война, была жестокой, ненужной, разрушительной и полной сопротивления, созиданию. Как галактическая семья мы все едины. Как вы уже знаете, да, была война. Сириус и Орион. На Орионе существовала большая скептическая иллюзия растущей независимости. Они считали себя выше всех остальных. Это была иллюзия, которую они создали для себя, чтобы быть. Что именно они обладают реальной властью. Мы на своей стороне тоже думали, что обладаем реальной властью. И это сохранялось в нашем коллективном сознании на протяжении миллионов лет.
Наше мышление было направлено на то, что лучше. Мы думали, что знаем, что лучше. Мы думали, что знаем, как справиться с ситуацией. Мы думали, что знаем, как управлять. Но эго больше. Пока вы не почувствуете боль, вы не сможете ее понять. Пока вы не почувствуете любовь, вы не сможете понять любовь. Но пока вы не почувствуете и то, и другое, вы не сможете понять творение и существование. Вот почему люди благословлены этим опытом. Опыт дуальности и полярности, потому что вы постоянно знаете и то, и другое. Вы знаете и то, и другое. Каждый из вас знает и то, и другое. И это то, чего нет ни у кого из нас. Каждый из нас выбрал свою сторону, и это да, у нее есть свои преимущества. Но знать обе полярности очень красиво, потому что так легче не страдать так сильно. Даже если люди не являются причиной этой войны и не имеют никакого реального интереса в этом военном конфликте, они практически никогда не были его частью. На том этапе эволюции они работали, они были более сознательны в отношении космоса, чем сейчас, или даже 200 лет назад. Но на самом деле они не были частью такого события, происходящего в более широком космосе. Сириус и Орион — это просто метафора войны между двумя полярностями, которые не знали, что у них есть. Противоположные видимости — это просто название вещи, событие, которое показывает нам, что никто ни над кем не стоит, и что никто не может знать, что лучше, и не может выбрать сторону, потому что творение — это по сути две полярности вместе. Ни одна, ни другая. Одна была сосредоточена на одной части творения, а другая — на другой. Но обе они были необходимы для того, чтобы творение развивалось и было понято. Мы все не понимали, что полярности — это одно и то же. Мы действительно не понимали этого до того момента. И теперь мы знаем, что необходимо уважать других и знать свои качества, знать, в чем мы лучше, и помогать всем своими талантами, своими дарами, которыми мы обладаем как личности и как расы. В этом заключается мораль войны. Вот истинная суть того, что вам нужно знать об этой войне. Эта война была ничем иным, как уроком. Уроком, в котором было принесено в жертву множество жизней. Множество планет, множество миров, множество элементов. В галактической истории существуют параллельные реальности, в которых эта война происходила несколько иначе. Но у всего есть своя траектория и своя линия, по которой мы пришли к тому, что знаем сейчас. В чем мораль всего этого и в чем был смысл? Мы были там. Мы использовали свои телепатические способности и все остальные навыки, чтобы изменить некоторые нежелательные шаблоны. Теперь мы можем частично сосредоточиться на будущем миров. Сегодня мы идем по пути наших предков, ищем подлинность изнутри лиги и иллюзий физической реальности. Это похоже на осознанный шаг и выбор в настоящее. Мы не только исцеляем себя, но и активируем потенциал человечества для единства и гармонии. Все уже существует. Любовь, свет, мудрость, истина, которые мы носим в себе, всегда присутствуют. Это наше наследие и наша сущность. Идти по этому пути значит принимать как свет, так и тени внутри нас, смотреть в лицо страху и разделению и трансформировать их в любовь и единство. Это путь мужественных. В тех, кто решил видеть за пределами видимости и верить в безграничные возможности человеческого духа. Мы сами творим благодаря своему выбору. Любовь и мудрость проявляются, накладывая отпечаток своей вибрации на целое. Все уже есть. И в этой непреложной истине мы находим слово, которое всегда было внутри нас. Вместе как одно целое мы и есть этот мир. Это история. Это реальность.